Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с последними новостями Армении и Азербайджана. Уже многие издательства публиковывают такие статьи под названием «По какой стране Тегеран готовит нанести удар?». Сейчас уже здесь ситуация напряженная, и вот последняя информация, что Иран может нанести удар по Саудовской Аравии. Здесь большая статья. Здесь подробнее описывается, почему это может произойти. Как утверждают источники в Тегеране, чтобы отвлечь внимание общественности от продолжающихся внутренних протестов, Иран готовится нанести удар по другой стране. И вот все решали, какая это страна будет. По их данным, сейчас следующей мишенью Тегерана является Саудовская Аравия, считающая главным союзником США на Ближнем Востоке, чьи отношения с Вашингтоном, правда, серьезно пострадали из-за сделки, направленной на повышение цен на нефть, которые заключили между собой президент Путин и наследный принц Мухаммед бен Салман. При этом сообщается, что атака Ирана по Саудовской Аравии будет осуществлена в ближайшие 48 часов. Типа уже говорят, что вот Иран планирует осуществить атаку на Саудовское королевство, а также на город Эрбиль в иракском Курдистане. Так что вот границы Ирана, вот Саудовская Аравия. В общем, чтобы отвлечь народ от митингов протеста, которые сейчас по всему Ирану. Очень много митингов протеста, много раненых, убитых. Режим иранский не жалеет этих демонстрантов, расстреливает в упор, если что, большие группы задействованы. И сейчас, говорю, азербайджанцы вышли с протестом здесь, в этом городе Тебризе. Я говорю, это что путинский режим, что иранский режим диктаторский, говорю, там шутки плохи. Эти могут легко расстрелять протестантов. Ну вот продолжение по этой теме. Уже Иран планирует сейчас атаковать Саудовское королевство. Так, как пишет хорошо информированная американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Саудовском королевстве и в Соединенных Штатах, Эль-Риад уже поделился с Вашингтоном данными своей разведки о неизбежной атаке из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению уровня боеготовности вооруженных сил США, Саудовской Аравии и других стран на Ближнем Востоке. В качестве одного из доказательств агрессивных планов Ирана Wall Street Journal проводит красное знамя возмездия. Я в том ролике выпустил, да, вывесили красное знамя, поднятое над куполом одной из больших мечетей в священном иранском городе Кум. Так, упоминается, что в прошлом месяце командующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами в угрожающих тонах публично призвал Саудовскую Аравию ограничить освещение в прессе протестов в Иране. А вот в чем дело. Там в Саудовской Аравии пресса протесты освещала, что, мол, да, убивает мирных граждан, что, мол, жестко подавляет протесты. А вот что в Иране заявили: это наше последнее предупреждение, потому что вы через СМИ вмешиваетесь в наши внутренние дела, подчеркнул Салами, выступая на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан. Да, сейчас были учения у них в этой провинции рядом с Азербайджаном. Вот, предупреждение генерала Хосейна Салами. Очень грозный генерал у них, пальцем, видите, показывает: мы всех накажем, кто против нас. Слова командующих СИР прозвучали в унисон с официальными заявлениями представителей Министерства разведки Ирана. Так, ну американцы следят, конечно, все за ситуацией, это точно. И вот теперь уже американцы отреагировали. Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, заявил, что перед лицом угрозы со стороны Ирана США, вне всяких сомнений, поддерживает своего стратегического союзника. В общем, американцы пойдут воевать за Саудовскую Аравию. Он не даст, как сказать, чтобы, Иран безнаказанно бомбил, извиняюсь, территорию вот тут соседнего государства. Тем более, если Саудовская Аравия, они союзники с американцами, то американцы бросят все свои силы и миллиарды долларов сюда.
В свою очередь, Пат Райдер, представитель Министерства обороны США, заявил, что на брифинге для журналистов Пентагон крайне обеспокоен угрозой атаки Ирана на Саудовскую Аравию, находится в постоянном контакте с Рiyadом по этому вопросу. Вот еще их представитель Министерства обороны в Пентагоне, это не шутят там. Пат Райдер о вероятности ответного удара со стороны США. Но это будет удар, я представляю, какой. Там у американцев на Украину уже миллиарды долларов, здесь тоже кинут, все свои хаймерсы задействуют. Так, он уточнил, что не станет говорить о конкретных условиях силовой защиты. США оставляют с собой право защищать себя, независимости, где служат американские войска, будь то Ирак или другая страна. Так, важно отметить, что помимо Саудовской Аравии, Иран возлагает вину на разжигание внутренних протестов также на группировки курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Как известно, несколько недель назад Тегеран атаковал штабы этих группировок с применением беспилотников артиллерии. В общем, и Ирак туда еще задействует. Тут вообще будет, в общем, костер разожгут точно здесь будет. И в районе вот Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, здесь рядом Азербайджан, Турция. В общем, что-то американцы, не знаю, кто это затеивает, Иран или американцы. Но если здесь будет это военные действия, это будет побоище настоящее, я считаю. Слишком много стран уже тут хотят задействовать в этом вот в районе. Потому что Иран, я понимаю, начнет, да, воевать. Сначала думали, что Иран может напасть на Турцию и на Азербайджан. Но теперь, видно, планы изменились и планируют на Саудовскую Аравию, а не нанести удар. В общем, будет тут, говорю, не скучно, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.